Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород, с вами Елена. Продолжаю обзор высокорослых томатов, которые выращиваю в теплице, а также в открытом грунте. И сегодняшний ролик хочу начать с очень крупного томата. Итальянская пышка Тиджелли. Иногда, кстати, пишут, что томат называется итальянская пышка Тежелеи. Сорт приехал к нам из Италии. Среднеспелый, высокорослый. В теплице у меня вытянулся примерно до 1,80 м. Растение очень сильное, крепкое. Лист смотрит в стороны, простой, сильно рассеченный. Растение занимает очень много места. Кисти формируются через 3 листа. В каждой кисти может быть от 4, а в некоторых и всего лишь 3 плода. Плоды очень и очень крупные. Некоторые держат хорошо свой вес, кисти не заламываются, а некоторым требуется подвязка, так как, конечно, плоды очень крупные. Вот один плод у меня отвалился, вот такой большой красавчик. Чтобы получить крупные плоды, лучше всего формировать в 1 или в 2 стебля. Я формирую в 2 стебля и кисти не нормировала. Ну а там, где они нормировались сами, вот здесь всего лишь получился 1 плод. Потом мы его положим на весы, но он просто очень огромный. Не знаю, наверное, грамм 700 точно будет. При созревании у некоторых плодов бывают желтые плечики, но они потом полностью исчезают. Но все равно нужно помнить, что таким сортам нужно давать побольше кальция и калия, чтобы исключить желтые плечи. Хотя у некоторых сортов желтые плечики – это сортовая особенность. Все плоды очень крупные, плоско-округлые, с пышными плечами, ребристостью от плодоножки. При полном созревании ярко-красный цвет. Ну а на вершине плода вот такая интересная улыбочка с толстыми губами. А можно плод перевернуть и уже чем-то расстроен. Смешной томат. Вес самого крупного плода 677 граммов. Но таких плодов достаточно много. Но в описании написано, что эти плоды могут доходить и до килограмма. А если кисти нормировать, то плоды можно получить более килограмма. Вот такой шикарный разрез. Конечно, в одной ладошке удержать такой томат довольно сложно. Мякоть плотная, сочная, не водянистая. Семенные камеры очень маленькие. Семена находятся в розово-красном геле. И семян немного. Кожица эластичная, томаты не растрескиваются. А вот вкус сразу же напоминает вкус детства. Идеальный баланс сладости и легкой кислинки. Фруктовые нотки отсутствуют. Просто шикарный крупноплодный сорт с очень огромными пухлыми плодами, которые действительно напоминают сдобные пышки. Ведь слово пышка есть в названии. И мне стало интересно, откуда же это идет. А оказывается, в Италии есть очень знаменитые сдобные пышки, которые называются тиджелли. И начали их печь в городе Модена. Ну а сейчас эти пышки тиджелли популярны во всей Италии. Вот такое интересное название томата. Итальянские пышки тиджелли пополняют нашу коллекцию семян. Отличный сорт. Он становится одним из лидеров красноплодных томатов. Ну а семена вы можете приобрести в нашем магазине семян green-огород.ру. Томат «Зеленое сердце степей». Это новинка селекции от Натальи Касанелли. В некоторых источниках его еще называют «Зеленое сердце степы», «Зеленое сердце степу», ну и так далее. А вообще правильно переводится «Зеленое сердце степей».
Это среднеранний сорт. В теплице вытягивается до 1,60 м, но в открытом грунте будет примерно 1 метр. Стебли очень крепкие, не толстые. Куст очень компактный, и у него сильная энергия роста. Куст хорошо облиственный, лист простой. Плодоношение достаточно длительное. Кисти очень длинные, в них от 5 и до 8 плодов. Но бывают кисти очень сложные, с длинными черешками, где более 15 плодов, и тогда они становятся достаточно мелкими. Ну, примерно грамм до 70-80. Поэтому, если вы увидите такую кисть, а хотите получить более крупные плоды, то ее нужно нормировать. Средний вес плодов от 80 и до 200 граммов, но отдельные до 300 и даже 400, особенно на первых кистях. Форма плодов в основном сердцевидная, с очень пышными боками, и при полном созревании красивейший цвет. Здесь и охра, и кирпичный, и шоколадный цвет. Много оливковых полосочек и зигзагов. И присутствует малиновое напыление. Плечики пышные, и по плечам спускаются зеленые зигзаги. Но при полном созревании их становится меньше. Мякоть плотная, мясистая, очень тонкая кожица, но томаты не растрескиваются. Семенные камеры маленькие. Семена находятся в зеленоватом геле, а цвет мякоти нежно-розовый с ярко-малиновой серединкой. Когда меня просят описать вкус, всегда очень долго думаю, пробую. Вы знаете, здесь прекрасный баланс сладости, легкой кислинки, присутствуют терпкие нотки, а в послевкусии чувствуется еще и ягодный аромат. В общем, какой-то взрыв мозга. Томат очень вкусный. Ну и такой вкус зимой очень вспоминается. И его хочется попробовать. Но, к сожалению, зимой таких томатов нет. Томат «Зеленое сердце степей» пополняет нашу коллекцию семян. Очень удачная новинка. Советую вам с ней познакомиться. Томат «Благодарность». Селекционер Билл Йодер. Серия Beastie Boys. США. Томат индетерминантный, высокорослый. В теплице вытягивается более 2 метров. Очень урожайный. Лист простой, сильно рассеченный, очень длинный. И все листочки смотрят в стороны. Растение занимает достаточно много места. В теплице вытягивается где-то до 1,80 м. Кисти формируются через 3 листа. Кисти простые, не заламываются. Все плоды крупные, плоско-округлые. Но вот на вершинке начали формироваться плоды другой формы, уже сердцевидной. Это наша уральская погода. Так действует на форму томатов. Растение формировало в 2 стебля. Вот это первая кисть, но она самая какая-то, не очень удачная. Всего лишь созрел 1 плод, а остальные только-только начали развиваться. Вот так странно он себя повел. Ну а в принципе в кисти от 2 до 4 плодов. Но вот здесь потом не знаю, что вырастет. Я бы сказала, что этот томат просто идеальный. Плоско-округлый, с широкими плечиками, с небольшой ребристостью от плодоножки. Розово-плодный. Ну а розово-плодные всегда отличаются великолепным вкусом. Такие томаты очень приятно держать в руке. Одно наслаждение, но они достаточно тяжелые. Но хоть сейчас отправляю его на выставку. Средний вес томатов от 200 граммов и до 600. Но отдельные плоды могут встречаться более крупные. Разрез просто идеальный. Мякоть плотная, мясистая, сочная. Кожица очень и очень тонкая, поэтому будьте аккуратны с поливами, чтобы она не треснула. Этот томат точно
никого не оставит равнодушным. Вкус у него такой же прекрасный, как он выглядит внешне. Сладость, легкая кислинка, яркий аромат, насыщенное послевкусие. Ну, замечательный томат. О вкусе хочется сказать очень и очень много, но слов не хватает. Вы знаете, я скажу проще. Это один из самых вкусных томатов сезона 2026 года. Томат «Благодарность» пополняет нашу коллекцию семян. Этот томат точно никого не оставит равнодушным. Томат «Сладкое трюфельное сердце» Биколор. Селекционер София Саакова. Растение индетерминантное, в теплице вытягивается до 1,80 м и более. Строение куста очень-очень тонкое. Кисти длинные, с длинными черешками. Лист простой, сильно рассеченный, и все листики прижаты к стеблю. Куст очень компактный, много места растение не занимает. И в одну лунку можно высадить 2 растения и вести их каждое в 2 стебля. И они не будут друг другу мешать. Все томаты сердцевидной, довольно пышной формы, с тупыми носиками, но некоторые вот такие удлиненные сливки попадаются. Вес томатов от 100 и до 200 граммов, но на первых кистях встречаются томаты до 300. Цвет очень яркий и красивый. Томат весь в зигзагах и полосах оранжевого и алого цвета. Ну а на вершине плода очень темный малиновый цвет. На разрезе мякоть Биколор, оранжево-малиновая, семена в ярко-желтом геле. Томат очень нежный, мармеладный, маслянистый. К сожалению, такие томаты долго не хранятся. Кожица тончайшая. Ну и, как все томаты у Софии, очень сладкий, с насыщенными фруктово-ягодными нотками. Кислинка отсутствует. И шикарный аромат, который раздается во всей округе. Ну, вот так выглядит томат в другом разрезе. Мраморная мякоть Биколор. Очень и очень красивая. Ну, такая красота, конечно, не может быть невкусной. Томат замечательный. И его назначение, конечно, только салатное. Потому что его, ну, жалко пускать в переработку. В нашем магазине уже есть томат «Сладкое трюфельное сердце». Ну, а сейчас пополнит коллекцию томат «Сладкое трюфельное сердце» Биколор. Сладкое трюфельное сердце Биколор от Софии Сааковой пополняет нашу коллекцию семян. Томат Адора. Французская селекция. Иногда еще этот томат называют Адора Израф. Так вот, приставка Израф означает, что томат устойчив к фузариозу. Томат среднеспелый, высокорослый, в теплице вытягивается более 2 метров. Лист простой, сильно рассеченный. Все листочки смотрят в стороны. И растение занимает достаточно много места. Кисти простые. В кисти формируются 3-4 плода. Этот томат относится к группе сортов Марманде. Это характерная форма томатов. Плоско-округлая. И вот такая характерная дольчатость. Над этим сортом работали 60 лет. Цвет у плодов в полной спелости очень сложный. Кирпичный, красный, бордовый. Присутствуют коричневые плечики. Мякоть просто идеальная. Кирпично-красного цвета. Очень плотная, сочная. Семенные камеры маленькие. Семена в розовом геле. Мякоть очень нежная. При этом плотная, водянистость отсутствует. Вкус с хорошим балансом сладости, легкой кислинки. И, конечно, аромат. Очень глубокий, душистый, пряно-томатный. У томатов достаточно плотная кожица, но в салатах она не мешает. При нарезании держит форму
не расплываются, не растекаются, как многие томаты. Эти томаты очень долго хранятся. Кстати, родителями сорта Адора являются сорта Марманде и Черный Крым. Посмотрите, какой получился красавец. Томат Адора отправляется в нашу коллекцию семян. Очень редкий старинный сорт. Томат гигантский гребешок изогнутое сердце. Это семейная реликвия из Сибири от Людмилы Кривогузовой, город Купино. Иногда еще этот сорт называют гребешок красный. Сорт среднеспелый, высокорослый, в теплице вытягивается более 2 метров. Лист простой, достаточно крупный. Растение занимает много места. Формирует вот такие интересные сердца. У каждого плода своя форма. Кисти формируются простые и сложные. Если встречается вот такая вот кисть с длинными черешками, в которой до 6, бывает до 8 плодов, то томаты не очень крупные, хотя у них вес у всех больше 150 граммов. Отдельные до 300. А также кисти бывают простые, в которых формируются 3-4 плода. И они все больше 400 граммов. Чем меньше в кисти томатов, тем они крупнее и больше по весу. Мякоть на разрезе, посмотрите, она плотная, при этом сочная. Кожица тонкая, маслянистая, очень нежная. Кожица очень-очень тонкая, при этом ни один томат не треснул. Ну и в этих плодах нет пустот. Одно томатное наслаждение, томатное мясо. Ну а про вкус, знаете, даже много и говорить не надо. Томат, если судить по 10-бальной системе, то 10 с огромным количеством плюсов. Вкус очень нежный, сладкий, насыщенный томатный аромат. И присутствует сладость с легкой кислинкой. Баланс идеальный. Единственное для меня расстройство — очень мало семян. А некоторые плоды разрезала, их вообще нет. Поэтому в нашем магазине запас будет довольно ограниченный. Так как семян мало, но плоды еще созревают, посмотрим, что будет дальше. Томат гигантский гребешок изогнутое сердце. Прекрасный сорт народной селекции. Сорт реликвия. Отправляется в нашу коллекцию семян. Еще есть достаточно много новинок, с которыми я хочу вас познакомить. На этом все. Вы были на канале Зеленый огород. До новых встреч. С вами была Елена.